Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Если вы не подпишетесь на мой канал за секунду и не поставите лайк. Секунда прошла. Внутри мальчика-сироты запечатан сильнейший повелитель демонов. 400 лет назад могущественный повелитель демонов по имени Дарк Шнайдер решил создать армию темных повстанцев, чтобы завоевать мир. Но ему это не удалось. Однако из-за его абсолютно безумной сюжетной брони, каждый раз, когда он умирает, он всегда возвращается в новой игре, плюс сохраняет, утраивая свои силы, чтобы доведите его до безумных уровней. 15 лет назад Шнайдер сражался против 4 королевств со своими 4 товарищами Ни, Каулом, Гарой и Эбигейл в ходе 4-летней войны. Несмотря на то, что он был могущественным волшебником, Шнайдер также стал мультиклассифицированным бойцом, что дало ему мощную магию и тело Арнольда Шварценеггера в расцвете сил. После окончания 4-летней битвы священник по имени Джианодо прочитал мангу и знал, что темный Шнайдер вернется к жизни. И так он нашел новую форму темного Шнайдера, младенца по имени Люциан, и запечатал в ребенке свои силы и личность, что-то вроде покемона. Таким образом, вместо того, чтобы родиться темным Шнайдером, ребенок вырос в этого пробивного слабака по имени Люциан. Несмотря на то, что они два разных человека, у Люциана и Шнайдера одна и та же душа. И если Люциан умрет, темный Шнайдер тоже умрет. 15 лет спустя королевство Металликана находится в большой беде. Темная повстанческая армия, армия 4 божественных королей, основанная Шнайдером, атакует. С тех пор, как Шнайдер ушел, этот придурок, которого мы больше никогда не увидим после этой сцены, теперь возглавляет армию. В городе царит хаос, так как Зевс наносит им случайные удары, а 7-футовые стероидные гоблины во главе с Осборном убивают их всех одним выстрелом. Солдаты не могут остановить их, потому что они действительно думают, что смогут отразить кавалерийскую атаку неповоротливых демонов, всего 8 из них. О чем они только думают. Внутри собора священники обещают защитить принцессу Шейлу, несмотря ни на что, заверяя принцессу, что она будет в безопасности. Принцесса спрашивает, кто эти незваные гости, и они объясняют, что они из армии темных повстанцев. Маленький Люциан по-настоящему напуган и хватает самого высокого молкера в комнате, думая, что этот парень спасет его. К нему подходит его опекун Йока, оттаскивает его в сторону и спрашивает, что случилось. Люциан плачет и говорит, что ему страшно и он хочет уйти. Йока называет его трусом и говорит, что его родословная закончится вместе с ним, если он не покончит с этим. Люциан боится, что она ударит его, но когда он видит, что это не так, он берет носовой платок и вытирает лицо. Он хочет вымыть его, так как он его испачкал, но она говорит, что все в порядке. Он все равно начинает его мыть, но она тянет его назад и велит ему вести себя тихо. Солдаты быстро начинают баррикадировать дверь. Они говорят принцессе, что здесь слишком много врагов, и что ей нужно уйти, пока враги не выломали дверь, а Осборн прибывает со своим темным армией. Внезапно двери выламываются, и появляется Осборн со своей темной армией. Он смеется, угрожая забрать принцессу. Но Йока выходит вперед и говорит, что не позволит ему этого сделать. Поскольку у них численное превосходство, Йока планирует победить врага с помощью секретного заклинания, которому она научилась у своего отца Гионото. Гио предупреждал ее использовать его только в ситуациях жизни или смерти, и это заклинание пробудит истинную сущность Люциана. Йока спрашивает, что он имеет в виду под истинной личностью Люциана, и Гио рассказывает, что Люциан – реинкарнация Шнайдера. Как только печать сломается, Шнайдер проснется и использует свою силу, чтобы уничтожить своих врагов. Гио добавляет, что для завершения заклинания потребуется поцелуй девственницы. Он подчеркивает, что Йока не должна заводить бойфренда, потому что он готовил ее стать грумером, который спасет мир. Увидев в этом идеальный момент, Йока решает поцеловать потерявшего сознание Люциана, который пострадал во время одной из вражеских атак. Внезапно темный ужас исходит от Люциана, становясь сильнее, как будто он стал взрослым и превратился в Шнайдера. Все потрясены и напуганы возвращением повелителя демонов. Шнайдер начинает хохотать как сумасшедший, потому что он наконец-то свободен и может завоевать мир, пока сюжет не помешает ему это сделать. Однако армия темных повстанцев, похоже, забыла, кто здесь главный. Двое наших незадачливых зрителей бросаются на Шнайдера, но он велит им вести себя тихо и немедленно поджарить их. Йока, все еще пребывающая в шоке, спрашивает, не Люсьен ли он. Шнайдер отвечает, что он по-прежнему Люсьен. Люди не могут поверить своим глазам, когда видят, что повелитель демонов вернулся живым. И все же Осборн не боится и хвастается, что темная повстанческая армия правит всем. Он приказывает монстрам атаковать, однако Шнайдер превращает каждого монстра в томатную пасту, чтобы отправить их дяде Роджеру. Все напуганы, став свидетелями невероятной силы легендарного демона Морда. Шнайдер смело подходит к Осборну, который, несмотря на страх, бросает пустые угрозы. Он хвастается, что покончил со Шнайдером и что армия темных повстанцев уничтожит королевство. Он утверждает, что использовал свое самое сильное заклинание, которому никто не может противостоять, и сорвал Чидори с Саски. Шнайдер смеется, говоря, что какое-то поддельное Чидори на него не подействует, но Осборн все равно запускает его. Ко всеобщему удивлению, Шнайдер буквально испекся. Осборн издевается над ним, утверждая, что это не сработает. Йока начинает кричать, потому что, черт возьми, он не продержался и 10 секунд.
секунд. Он такой же, как я. Осборн начинает бить Шнайдера своей дубинкой, нанося абсолютно нулевой урон. Однако он в страхе роняет дубинку, когда уголь начинает рассыпаться. Осборн не может поверить, что Шнайдер выжил. В ярости Шнайдер готовит заклинание, чтобы уничтожить Осборна. Осборн умоляет сохранить ему жизнь, обещая сделать все, что угодно, но Шнайдер не проявляет милосердия, уничтожая его в сильном пожаре, оставляя всех ошеломленными. Он использует этот шанс, чтобы сбежать из собора. Фиока умудряется заметить это и преследует его, интересуясь, куда он направляется. Он говорит ей, что хочет отомстить ее отцу за то, что тот запечатал его, а затем планирует развязать глобальную термоядерную войну. Он смеется и спрашивает, не пугает ли ее это, говоря, что покончит с любым, кто выступит против него, будь то добрый или злой. Йока не может поверить в то, что слышит, но Шнайдер уверяет ее, что сохранит ей жизнь, если у нее не будет поклонников в желчи. Йока что-то чувствует к этому волшебнику, но она не хочет в это верить. Шнайдер прижимает ее к себе, а она вырывается, думая, что у него должно быть какая-то демоническая натура, раз он заставляет ее так себя вести. Он отрицает это, а когда она спрашивает, любит ли он ее, он говорит, что ненавидит ее, потому что она всегда им командует. А потом неожиданно целует ее. Однако Шнайдер внезапно чувствует боль и вскрикивает. Прежде чем он успевает что-либо сделать, заклинание разрушается, и Шнайдер превращается обратно в юного Люциана, который остается в замешательстве. Йока понимает, что поцелуй может снова активировать печать. Люциан не понимает, что произошло, и начинает оглядываться в поисках монстра. Однако Йока просто улыбается и говорит, что она собирается сделать из него Макаму до конца его жизни. Люциан не сомневается в этом и упоминает, что он голоден. Йока предлагает им вернуться домой, и Люциан широко улыбается. Они идут домой, и она спрашивает его, нравится ли она ему. Йока и Люциан возвращаются домой и садятся ужинать. Позже той же ночью появляется таинственный человек и побеждает охранников, охраняющих дом. Этот чувак Аида Кунай, и он просто выполняет свою работу. Таинственный человек заходит в комнату Йока. Йока просыпается и начинает задавать ему вопросы. Он хвалит ее за сообразительность, но прежде чем он успевает представиться, она бьет его ногой по яйцам, вызывая глобальную боль, которую ощущает каждый живой человек. И это сбивает его с ног. Йока требует сказать, кто он такой, но парень встает и представляется как злой Гудс. Он рассказывает, что он один из 4 божественных королей, созданных Шнайдером. Гора объясняет, что у него есть вопрос к Йоко, и он знает, что она дочь верховного жреца. Гора прижимает Йоко к стене и спрашивает, где Шнайдер. Йоко настаивает, что не знает никого с таким именем. Тем временем Люциан крепко спит, ни о чем не беспокоясь. Гаара упоминает Веном, заклинание, созданное Шнайдером, и рассказывает о големе, который убил Гидру. Он верит, что Шнайдер вернулся, потому что големы подчиняются только Шнайдеру. Он не понимает, почему Шнайдер дважды защищал королевство. Гара хочет получить ответы от Йоко, но Йоко буквально понятия не имеет, почему этот парень-лорд бросил ее, чего она даже не помнит. Гара уговаривает ее пролить чай, но их допрос будет Люциана. Йоко беспокоится, что Гара обнаружит, что Шнайдер запечатан внутри Люциана. Однако Гара не обращает на Люциана никакого внимания и продолжает расспрашивать Йоко. Внезапно Люциан излучает темную ауру и кричит на Гару голосом Шнайдера, предупреждая его не прикасаться к Йоко, поскольку она его женщина, угрожая покончить с ним, если он это сделает. Гара сбита с толку этим, и Йоко в равной степени озадачена тем, что она до сих пор не привела в порядок этого нежного мальчика. Шнайдер, все еще в облике Люциана, отвечает, что Йоко дважды вскрывала его, ослабляя печать. Пока Люциан спит, Шнайдер может восстановить контроль над собой. Гара не может поверить, что Шнайдер был запечатан внутри Люциана. В этот момент верховный жрец и стражники ворвались в комнату, чтобы спасти Йоко. Затем Гаара схватил Йоко и подал сигнал, призывая кореглазого черного дракона занять оборонительную позицию. Он забрался на него вместе с Йоко и воспользовался им, чтобы сбежать. Перед уходом Гаара говорит верховному жрецу, что он обменяет свою дочь на Шнайдера, но верховный жрец не слышит его, потому что он слишком высоко в небе. Шнайдер кипит от гнева, но бессилен, поскольку Люциан берет под контроль его тело. О похищении Беока доложено королю и совету. Советник обеспокоен тем, что враг теперь знает тайну Шнайдера. Гео рад, что Люциан все еще с ними, и утверждает, что худшее еще не случилось. Король сочувствует Гео, признавая его беспокойство за свою дочь. Некоторые священники предлагают организовать спасательный отряд, но Гео говорит, что это бесполезно, потому что только Шнайдер знает местонахождение Гары, так как он также является геогессером в этом мире. Совет не знает, что делать, потому что они не могут сломать печать Шнайдера без Йоко. Они не могут поцеловать этого мальчика, потому что они не католические священники. Они думают, что им нужно найти другую девственницу с магическими способностями. Однако такие встречаются редко. Принцесса Шейла выходит вперед и предлагает ухаживать за мальчиком, упоминая о своем обучении белой магии у священника. Все они согласны позволить принцессе Шейле помочь им. Король не согласен, потому что для королевской семьи поцелуй означает брак, потому что все они идиоты. Шейла утверждает, что Йоко нужна помощь, и она не может просто прятаться, пока Йоко страдает. Она отказывается бросить
бросить свою подругу. Но ее отец настаивает, что члены королевской семьи не могут целовать крестьянина. Джио вмешивается и говорит, что здоровье короля не очень хорошее, и приказывает стражникам отправить его в Бразилию. После того, как Шейла избавилась от короля, она начинает с того, что зовет Люциана приехать. Священники беспокоятся, что это может быть рискованно, так как Шнайдер может проснуться и присоединиться к врагу. Однако другой советник успокаивает их, говоря, что похищение Йоко сделало похитителя врагом Шнайдера. Гио объясняет, что пробуждение Шнайдера сопряжено с риском, но у него есть воспоминания о 14 годах, которые он прожил как Люциан, которые изменили его. Несмотря на то, что Шейла беспокоится о том, что ее могут отменить в Твиттере, она решает продолжить заклинание. Шнайдер единственный, кто может помешать Колусию вернуть бога разрушения. Шейла надеется, что слова Гео о том, что Шнайдер их спаситель, правдивы. Она завершает заклинание, и нам приходится стереть эту часть из-за политики YouTube. Люциан превращается в Шнайдера, но не становится изгоем. Он обращается к Гео, который объясняет, что Йоко была похищена Гарой. Шнайдер отправляется с Шейлой и несколькими солдатами спасать Йоко из крепости Гора. Он жалуется на то, что она поехала с ним, но она показывает, что все еще не доверяет ему. Шейла оглядывается по сторонам и спрашивает Шнайдера, не там ли прячется Гора. Шнайдер отвечает, что у Гары была база в долине могил в течение последних 15 лет. Шейла приказывает солдатам выдвигаться, и они пытаются придумать, как проникнуть внутрь через ворота. Шейла предлагает пройти через ворота, но командир говорит ей, что она должна перестать читать Сон Су, потому что из-за нее их убьют. Шнайдер начинает смеяться и говорит, что ему нравится эта идея. Он делает шаг вперед и взрывает ворота, при этом обломки уничтожают охранников. Командир что-то подозревает, потому что никакие подлые ублюдки не пытаются их остановить. Внезапно Минотавр прорывается сквозь стену. Шнайдер видит поднимающуюся лестницу и приказывает охранникам задержать Минотавра, пока они с Шейлой взбираются по стене, фактически оставляя охранников умирать. Они поднимаются по лестнице, и когда они входят в зал, Шейла замечает неподалеку красный меч. Думая, что это легендарная добыча, она без колебаний поднимает его, а Шнайдер пытается остановить ее. Меч покрыт огнем, и Шейла пугается, говоря, что мечу не нравится, когда к нему прикасаются без согласия. Шнайдер выбивает меч у нее из рук, но при этом получает удар ножом. Он объясняет, что на мече была магическая ловушка. Шейла беспокоится, когда Шнайдер истекает кровью и падает на землю. Несмотря на боль, он ругает ее за то, что она не была осторожна. И что еще хуже, лезвие меча было покрыто ядом. Когда он кладет голову ей на колени, она полна беспокойства и обещает сделать все, о чем он попросит. Он ложится на спину и велит ей высосать яд из раны. Во время этого процесса огненный меч внезапно активируется сам по себе, и из него появляется демон по имени Ифрит. Эфрит предупреждает Шнайдера и Шейлу, что они заплатят за это своими жизнями, и усиливает огонь вокруг них. Однако Шнайдер удивляет Эфрита тем, что просто устроен по-другому. Несмотря на попытки Ифрита заставить их бежать, усиливая огонь и применяя другое заклинание, Шнайдер легко снижает его. Он сообщает Ифриту, что заклинание принадлежит ему, но зрение Шнайдера начинает затуманиваться из-за яда. Чтобы защитить Шейлу, Шнайдер решает высвободить 1% своей силы. Он закрывает их обоих барьером и приказывает Шейле не двигаться. Он решает сразиться с Ифритом, который разжигает огонь, окружая Шнайдера пламенем. Ифрит называет Шнайдера глупцом за то, что он покинул свой барьер, и говорит, что он никогда не станет им. Шайла беспокоится за него, но Шнайдер выдерживает жару и контратакует. Эфрит насмехается над ним, спрашивая, не боится ли он 2000-градусного пламени. Шнайдер начинает позировать перед ним, и Эфрит хвастается, что заклинание на него не подействует. Шнайдер заканчивает заклинание и атакует в своей атаке My Hero Academy. Эфрит в шоке и спрашивает, как Шнайдер смог создать пламя более горячее, чем у него. Шнайдер объясняет, что он это он, и ему не нужно вдаваться в дальнейшие подробности. Эфри не может поверить, что он это он в буквальном смысле этого слова. Гаара слышит всю эту суматоху и улыбается, неся Йоко на руках, потому что знает, что Шнайдер где-то рядом. Шнайдер использует силу, чтобы заставить Эфри вылететь в окно. Эфри не может поверить, что он, дух огня, потерпел поражение от человека в первый раз за свои 300 лет. Шнайдер наступил Эфриту на голову, и тот растворился в дыму и снова превратился в меч. Шнайдер разочарован тем, что с Эфритом было слишком легко, и они должны были дать ему врагов посильнее, чтобы он мог их уничтожить. Ниндзя в комнате шокированы тем, что Эфрит смирился с поражением и снова превратился в меч. Даже Гара не смог победить его, и теперь Шнайдер мастер меча. Шнайдер хватает огненный меч, упоминая, что он бесполезен для такого волшебника, как он, потому что он не владеет длинным мечом. Чтобы добиться этого, ему нужно проявить уважение. Подняв меч, он обращается к Гааре с просьбой вывести Йоко. Ниндзя убегают, опасаясь, что Шнайдер воспользуется мечом. Прежде чем Шнайдер активирует его, появляется Гаара с Йоко на руках.
Он улыбается и говорит, что прошло 15 лет с тех пор, как он в последний раз видел Шнайдера. Йока тронута тем, что Шнайдер пришел спасти ее. Гора бросает Йока и хвалит Шнайдера за победу над Эфри. Он упоминает, что когда-то Шнайдер контролировал 400 лет миллионную армию партизан и почти завоевал мир. Несмотря на все заклинания, которые использовал Шнайдер, чтобы добраться туда, и яд в его организме, Гаара знает, что Шнайдер на пределе своих возможностей. Он говорит, что Йока должно быть особенная, раз Шнайдер из кожи вон лезет, чтобы спасти ее, что на него не похоже. Обычно Шнайдер – олицетворение зла. Он готов на все, чтобы победить, и это заставляет людей бояться его. Но забавно, что такая девушка, как Йока, заставила его взбеситься и капризничать. Гора уходит от Йока и бросает вызов Шнайдеру, чтобы уладить их разногласия в бою. Он хочет выяснить, кто сильнее – волшебник, произносящий первые заклинания, или фехтовальщик, наносящий первый удар. Он просит Шнайдера доказать, насколько он стал сильнее за последние 15 лет, и Шнайдер без колебаний соглашается. Шнайдер пытается воспользоваться преимуществом, нападая на Гару. Но Гора ныряет в середине, и Шнайдер вынужден отступить, не в силах сократить дистанцию. Ниндзя болеют за своего хозяина, когда Гора хвастается, что атаковал Шнайдера, не приближаясь к нему. Шнайдер стоит на своем, и Гора бросается на него, провоцируя его произнести заклинание. Гора замахивается мечом на Шнайдера, который умело уворачивается. Шнайдер сражается мечом, но он снова вспоминает, что не владеет длинным мечом, и ему нужно будет переделать своего персонажа. Йока наблюдает за ним и понимает, что без заклинания Шнайдер в буквальном смысле слова мусор. Шнайдер ни за что не устоит против этого бутлегера. Однако приходит Шейла и заверяет ее, что сценаристы позволят Шнайдеру победить его врага. Йока обеспокоена тем, что именно Шейла разбудила Шнайдера. Гора и Шнайдер продолжают биться мечами, и Гора наносит удар, который отбрасывает Шнайдера назад. Шнайдер начинает произносить заклинание, заставляя ниндзя волноваться, что он собирается использовать яд. Гора уверенно бросается на Шнайдера, предсказывая, что это единственное заклинание, которое осталось у Шнайдера. Шнайдер заканчивает заклинание, но Гора сокращает разрыв и отрубает Шнайдеру руку. Девочки волнуются, а ниндзя рады, что Гора выжил. Но Шнайдер еще не закончил. Он использует яд, который обжигает руки Гары и делает его еще на шаг ближе к настоящей жизни. Гора совершил этот последний прыжок, потому что яд поразил бы все его тело и уничтожил его. Шнайдер говорит Гарри, что он недооценил его и толкнул дальше, чем кто-либо когда-либо. Они оба становятся серьезными и заявляют, что покончат друг с другом. Ниндзя беспокоится, что если они столкнутся лицом к лицу, то один из них очевидно победит, и их шары окажутся в запасе у Шнайдера. И все же они сомневаются, что у Шнайдера остались какие-либо заклинания, чтобы сразиться с Гарой. Шнайдер начинает использовать легендарное заклинание. Гора готовит свою собственную финальную атаку, говоря Шнайдеру, что в его состоянии он не может использовать это заклинание. Шнайдер заканчивает заклинание, и Гора начинает свою атаку, но Шнайдер парирует ее. Гора потрясен тем, что его последняя атака, которая была быстрее скорости звука, была парирована Шнайдером. Крепость внезапно начинает рушиться, и Шнайдер смеется. Он объясняет, что когда два противоборствующих духа объединяются, они создают силовое поле. С помощью этой силы он планирует уничтожить Гару и его крепость. Он называет этого джихадиста опенгеймером и дает ему волю. Пол под Гарой прогибается, и Шнайдер начинает смеяться, когда все начинает рушиться. Некоторые обломки чуть не падают на девочек, но барьер защищает их. Вся крепость рушится вместе со всеми, кто находится внутри, оставляя Гару и Шнайдера под грудой обломков. Они разговаривают, в то время как их рукам постепенно становится лучше. Гора говорит, что Шнайдер жульничал, потому что у него еще оставалось заклинание. Шнайдер сказал ему, что волшебники высокого уровня, такие как он, всегда оставляют заклинание 6-го уровня напоследок. Гора считает, что это глупо, и называет Шнайдера глупцом за то, что он просто вылечил свою порезанную руку без лечения. Гора не понимает, как устроен организм Шнайдера, но на самом деле ему все равно. Шнайдер улыбается и говорит, что ему нравится, что Гора может позволить всему идти своим чередом. Гора удивлен, потому что не так давно Шнайдер пытался причинить ему боль. Шнайдер просто улыбается в ответ. Гора внезапно вспоминает Ларса, который в буквальном смысле является покемоном. Он зовет Ларса, но дракон в безопасности. Он держится за Шейлу. Шейла отдает Ларса Гарри, и он рад, что с драконом все в порядке. Йока объясняет, что барьер защитил Ларса и всех остальных тоже. Гара догадывается, что Шнайдер защитил Ларса. Он не может поверить, что даже когда Шнайдер был истощен, он все еще думал о том, чтобы обезопасить всех, кроме своих солдат, которым Минотавр ранее ничего не сделал. Кто-нибудь их помнит? В своей прошлой жизни Шнайдеру было бы все равно, и он бы прикончил Гару и Ларса. Гора улыбается и говорит Шнайдеру, что он и не подозревал, что он такой хладнокровный. Шейла поражена тем, что во время боя Шнайдер все еще защищал своих врагов. Шнайдер поворачивается к Йоко, улыбается и начинает двигаться перед ней. Йоко в ответ благодарит его за то, что он пришел спасти ее. Шнайдер спрашивает, все ли это, и она добавляет, что он был классным парнем. Это вызывает у него улыбку, а затем он удивляет Йоко, говоря, ну ты, наверное, уже догадалась об этом. Тем временем Эбигейл наблюдала за боем
боем между Шнайдером и Гарой. Он знает, что Гара перейдет на другую сторону и снова будет работать на Шнайдера. Поэтому он решает послать темного эльфа Каску атаковать Металлику. После того, как он помирился со Шнайдером, Гара сообщает группе, что армия темных повстанцев атакует королевство Металлика, из-за чего этот парень совершает сойджек. Они спешат обратно в замок, чтобы защитить королевство. Когда темная армия приближается, Гаара посылает свою армию ниндзя сражаться с ними, прорубаясь сквозь монстров. Ситуация меняется, когда Ни присоединяется к битве. Не теряя времени, она атакует Гаару на его виверне. Они сталкиваются мечами, создавая молнию, которая поражает их и заставляет упасть с виверны. Они благополучно приземляются на землю, и Гаара рад видеть Ни, но она недовольна. Она спрашивает, почему он предал 4 божественных королей, и он говорит, что план Шнайдера гораздо интереснее, к тому же он не такой, как Гриффит. Это ее раздражает, и она заявляет, что покончит с ним своим секретным стилем владения мечом Хирикен, который больше не является секретом. Она использует его, чтобы снова отрубить ему руку, и атака настолько мощная, что даже создает молнию, которая взрывается, в результате чего часть тела погибает. Мост должен быть разрушен. Ниндзя, которые никогда по-настоящему не предлагали помощь своему хозяину, когда он сталкивался с жестокими врагами, снова беспокоятся за своего хозяина. К счастью, у Гары есть программа Обама-Кеа, и он пристраивает свою руку обратно. Ни сталкивается лицом к лицу со Шнайдером, демонстрируя свою ненависть к нему. В прошлом Шнайдер нашел Ни девочку-сироту и вырастил ее. И к тому времени, когда она стала старше, они стали любовниками, пока он не решил покинуть 4 божественных королей. Пока не вспоминает о прошлом, Шнайдер обнимает ее сзади. Она пытается вырваться, но он сжимает ее еще крепче и спрашивает, не думает ли она все еще о том, чтобы убить его, вместо того, чтобы интенсивно наносить удары в спину. Она подтверждает это, решив убедиться, что на этот раз он не вернется к жизни. Однако Шнайдер, хорошо зная ее, использует свой демонический талант, чтобы заставить ее поверить в его слова. Он поднимает ее на ноги и спрашивает, почему она так себя ведет. Она начинает жаловаться не только на то, как он ее поднимает, но и на других женщин тоже. Шнайдер, этот приятный собеседник, уверяет ее, что за те 100 лет, что они прожили вместе, он любит ее больше всех на свете. Не убеждается в словах Шнайдера и уже собирается дотронуться до его лица, когда замечает свой синий ноготь. Внезапно она вспоминает предупреждение Эбигейл. Он предвидел, что это может случиться, поэтому наложил на нее заклятие. Если ей не удастся убить Шнайдера или она перейдет на другую сторону, ее синий ноготь покраснеет, а тело взорвется. Не видит, что ее ноготь становится фиолетовым, а это признак того, что он скоро станет красным. Шнайдер замечает ее обеспокоенный взгляд и спрашивает, что случилось. Она отталкивает его, называя трусом и говоря, что его хитрые методы на нее не подействуют. Шнайдер в замешательстве наблюдает, как она запрыгивает на своего грифона. Затем она предупреждает его, что вернется со своей армией, чтобы покончить с ним и Металликана. Теперь, когда не ушла, они возвращаются в замок, чтобы залечить раны Гаары. За ужином Шнайдер замечает, что Йока относится к нему холодно. Не в силах понять, в чем дело, он спрашивает, из-за чего она злится. Он начинает хныкать как ребенок, даже проливает слезы, говоря, что это несправедливо, что она его игнорирует. Йока отвечает таким же тоном, заявляя, что она не злится, она просто женщина. После ссоры с Йоко Шнайдер отдыхает в своей комнате, когда чувствует, что духи стихии становятся дикими. Оказывается, не вернулся и наложил на часть замка сверхмощное заклинание под названием Мегадет, разрушив его на части. Шнайдер расстроен из-за того, что не смог вовремя среагировать, а это довольно слабая магия, чтобы ссылаться на трэш-метал-группу. Ларс удивлен, что не использовал такое сильное заклинание. Шнайдер объясняет, что именно поэтому ее называют императрицей грома. Шнайдер злится, что не заходит слишком далеко и решает бросить ей вызов. Но Шейла останавливает его, умоляя не уходить и плача, что его убьют. Йока думает о том же, беспокоясь, что Шнайдер может не выйти живым, если подерется со своей дочерью и любовницей. Что, черт возьми, она опять сказала. Она пытается отговорить его от этого, но Шнайдер внезапно просит ее дать ему ход. Сбитая с толку, она делает это. Он берет ее, подбрасывает в воздух, ловит и говорит Шейле, что вот так ее и обманули. Он пристально смотрит на меня и говорит, что уверен, что она не отпустит его без боя. Он решает, что должен уйти, и приказывает им обоим спрятаться. Ни пролетает над ними на своем грифоне, объявляя, что она вернулась, как и обещала, и готова забрать жизнь Шнайдера. Шнайдер разочарован и угрожает ей, что она никогда не сможет ходить после 2 раундов с ним. Гаара беспокоится, что они наконец-то подерутся, и это будет действительно плохо. Он отмечает, что коленка починила свой сломанный меч, и на этот раз шансы против Шнайдера. Шнайдер произносит заклинание «Я собираюсь летать», которое позволяет ему взлететь в небо, удивляя всех, потому что люди не умеют летать. Мини беспокоится и готовит заклинание, заставляющее бушующую банку гудеть от молний. Шнайдер спрашивает о заклинании, и она говорит ему, что есть много древних заклинаний, которых он не знает. Она поднимает меч и создает сферу молний. Шнайдер не видел этого раньше, и она объясняет, что сфера содержит заклинание под названием «Я собираюсь поглотить все заклинания вокруг себя», что означает, что он больше не сможет использовать свои заклинания в бою. Сфера начинает поглощать магию Шнайдера, в результате чего он падает на землю. Девочки беспокоятся за него, в то время как Гара понимает, что Коленька поступил умно, переключившись на бой на мечах.
потому что она проиграла бы в магической дуэли. Это опасно для Шнайдера, так как Коленька может атаковать своим мечом сверху. Как и было предсказано, она бросается на Шнайдера, заявляя, что он не может противостоять ее ярости, и теперь его магия запечатана. Однако Шнайдер удивляет ее, применяя огненное заклинание, которое неожиданно поглощается сферой. Не говорит, что это бесполезно, и готовит мощную атаку под названием «Отправь этого придурка в полет к стене», отправляя Шнайдера в полет к стене. Шнайдер встает, понимая, что не сможет сразиться с ней без оружия. Гора выглядит так, словно он несколько дней употреблял кокаин. Не собирается нанести завершающий удар, когда что-то пролетает мимо нее и приземляется позади Шнайдера. Оказывается, это Ифрит. Ифрит предупреждает Ни, чтобы она была осторожна, так как она больше не причинит вреда его хозяину. Он, хранитель огненного меча, прибыл. Шнайдер не ожидал увидеть Эфри. А Фри напоминает ему, что он является законным владельцем огненного меча, а меч обязан защищать своего хозяина. Если Шнайдер выступит против Раджкана Ни, Афри станет его мечом в этой битве, превратившись в огненный меч. Не злится из-за того, что ее шансы на победу ускользают. Шнайдеру не нужна была помощь Ифрита, но учитывая его ситуацию, он поднимает меч, который тут же вспыхивает пламенем. Теперь он готов сразиться с Ни, которая готовит еще один удар, заявляя, что больше не промахнется. Когда она бросается к нему, он хватает ее грифона, разрезает его пополам и запекает в виде восхитительного грифона на гриле. Ни спрыгивает и приземляется на землю. Шнайдер улыбается, но земля под ним внезапно трескается и уходит из-под ног. Шнайдер встает, чтобы оправиться от падения. Ни подходит к нему и хвалит за то, что он приручил Ифрита и владеет огненным мечом. Однако она заявляет, что он докажет, что ему не сравнится с новым громовым зверем, обитающим в ее мече. Шнайдер говорит ей перестать хвастаться и подойти к нему. Два волшебных меча, один с огнем, а другой с молнией, светятся своей особой силой. Ниндзя с нетерпением ждут большой битвы, но Гора говорит, что Шнайдер находится в трудном положении. Его магия запечатана, и хотя его огненный меч намного сильнее Раджанкина и обладает огромной физической силой, Ни не сможет победить его в бою на мечах. Гаара думает, что бой продлится недолго, потому что один мощный удар определит победителя. Шнайдер и Ни просто стоят, уставившись друг на друга, готовые атаковать в любой момент. Ни решает сделать первый ход, используя свой последний ход. Гора беспокоится за Шнайдера и говорит ему, чтобы он убегал. Шнайдер пытается отразить атаку огненным мечом, но ему это не удается. Внезапно Эфри называет имя Шнайдера, говоря, что он великий мастер и мир все еще нуждается в его силе. Эфри начинает его злить, и оба мечника теряют свои мечи. Эфри говорит Шнайдеру, что не допустит, чтобы Раджингтон победил его. Это превращается в безумную схватку в стойке, когда мечи парят и лязгают в воздухе. Ты думал, что это отсылка к Берсерку, но на самом деле это отсылка к Джоджо. Шнайдер не в восторге от того, что Ифрит жертвует собой, но Ифрит прощается с ним, желая ему победы. Эфрит погружает себя и бушующую в нем ярость в сферу молнии, уничтожая их обоих. Шнайдер в ярости проклинает Эфри за безрассудный поступок. Ни это не волнует, и она бросается на Шнайдера, напоминая ему, что они все еще в ссоре. Она протыкает лоб Шнайдера своими острыми пальцами. Она улыбается, думая, что лишила жизни Шнайдера. Все в шоке, когда тело Шнайдера падает на землю. Йока пытается убедить себя, что он бессмертен и вернется к жизни. Лежа на полу, Шнайдер вспоминает слова Эфрита, и внезапно у него появляются какие-то сумасшедшие способности из аниме. Коленька говорит себе: «О, ты, должно быть, шутишь надо мной», когда Шнайдер хватает ее. Ниндзя озадачены, так как они думали, что ее руки пронзили мозг Шнайдера. Но они и не подозревали, что у Шнайдера его нет. Гаара объясняет, что поскольку сфера молнии, поглотившая магию Шнайдера, исчезла, магическое поле, защищающее его, восстановлено. Теперь у него может появиться шанс противостоять мне. Даже если они на равных в магической дуэли, есть риск, что один из них или оба, возможно, мы будем уничтожены. В отличие от боя на мечах, где вы можете остановить удар, магические заклинания не могут быть остановлены после того, как они были произнесены. Мия удивлена, что Шнайдер все еще жив. Он быстро встает, хватает ее за руку и заявляет, что она заплатит за то, что сделала. Он заявляет, что она больше не его дочь и не его возлюбленная, и теперь должна умереть как его враг. Ми потрясена, но она освобождается от его хватки, заявляя, что никогда не думала о нем как о своем отце или любовнике. Отступив назад, они оба одновременно начинают расширять свои владения и взмывают в небо. Запуская друг в друга пустотелыми фиолетовыми шариками, заклинания настолько равномерно подобраны, что взрываются. Я улыбаюсь, признавая мастерство Шнайдер и отмечая, что за последние 15 лет никто не мог сравниться с ней в заклинании молнии. Шнайдер хвалит ее за то, что она стала сильнее. Гора предупреждает, что им обоим нужно быть осторожными в следующем столкновении, иначе они могут погибнуть. Шнайдер улыбается и берет инициативу в свои руки, решая применить огненное заклинание, то самое, которое использовалось для победы над Ифритом. Гора беспокоится, что Шнайдер, возможно, действительно пытается причинить мне вред. Не говорит Шнайдеру, чтобы он не недооценивал ее, и произносит точно такое же огненное заклинание. Гора
кричит им остановиться, опасаясь, что они оба могут погибнуть, но они бросаются друг на друга. В разгар стычки Шнайдер вспоминает, как он ухаживал за коленом, и это сильно повлияло на него. Это привело к взрыву, который отправил его в полет и создал большую огненную сферу, которая рассеялась, оставив огромную дыру в дождевых облаках. Гаара понял, что чувства Шнайдера взяли верх, что привело к снижению силы и скорости. Он кричит, что ему следует оставаться сосредоточенным и перестать спотыкаться, но его ниндзя останавливают его из-за опасений по поводу его травмы. Колено злится, что Шнайдер позволил своим чувствам повлиять на их смертельный поединок, чего он раньше не делал. Вопреки ожиданиям, Шнайдер не потерпел поражения и разблокировал Супер Аян Ван. Он поднимается с еще большей силой, восхваляя себя за то, что призвал удивительную силу, чтобы вернуться к жизни. Все с облегчением видят, что он жив после сильной магической атаки. Он смеется, называя их слабыми простолюдинами и хвастаясь тем, что он герой, избранный Богом. Однако его блеф раскрыт, когда из его головы начинает брызгать кровь, и он падает на колени. Ни подлетает к нему, восхваляя его кажущееся бессмертие, но заявляет, что это его конец, так как у него не осталось сил. Она намеревается покончить с ним, но Шнайдер говорит ей, что собирается немного размазать ее шоколадные пирожные, потому что это противоречит стандартам YouTube. Это смущает Ни, но она не обращает внимания на его слова, думая, что он мог бы сказать такое любой женщине. Несмотря на ее скептицизм, Шнайдер внезапно окликает ее по имени, заставляя остановиться. Затем он признается, что любит ее, не остается при своем мнении и приходит в ярость, обвиняя его в том, что его демоническая натура снова проявилась. Она произносит заклинание против Рис, что является опасным приемом, поскольку потеря концентрации может привести к тому, что вызываемые духи нападут на вызывающего. Шнайдер отказывается выходить из боя, и начинается новый раунд. Оба инициируют заклинание полета, паря в воздухе. Шнайдер парит, вызывая духов огня, которые могут сравниться с духами грома колена. Гора впечатлен тем, как оба мага вызывают несколько духов одновременно. Коленка запускает своих духов грома в Шнайдера, который посылает своих духов огня в контратаку. Во время столкновения духов Шнайдер называет Коленку ее прозвищем, прося ее остановиться, но она настаивает, чтобы он не использовал его. В него почти попадает молния, что заставляет его бежать вместе со своими духами. Она преследует его с помощью своих собственных духов. Во время погони Шнайдер расспрашивает ее об идеальном обществе, о котором она говорит, и о том, почему она хочет завоевать мир. Он интересуется ее одержимостью к Элсью и ее планом создать гарем после завоевания мира. Не объясняет, что королевство чародеев представляет собой идеальное общество, управляемое магией, свободное от расизма, бедности и войн. Она верит, что за эту мечту стоит умереть. Шнайдер отвергает ее, утверждая, что ненависть и конфликты являются частью человеческой натуры и достижение вечного мира невозможно. Коленька возражает, что такой вульгарный человек, как он, никогда не поймет ее видение. Она рассказывает, как, будучи полуэльфом, родившимся во времена войны, столкнулась с неприятием как со стороны людей, так и со стороны эльфов. Люди и эльфы не приняли ее из-за ее смешанного происхождения, и это ее очень огорчило. С тех пор, как она была маленькой, люди плохо относились к ней, и это причиняло ей сильную боль. Все стало еще хуже, когда началась война между лесными эльфами, и племя темных эльфов, которое приютило ее, зная, что она полуэльф, оставило ее совсем одну. Она бродила по разрушенному полю боя, чувствуя себя потерянной и задаваясь вопросом, почему они бросили ее. Позже она поняла, что они использовали войну как предлог, чтобы покинуть ее. Шнайдер, услышав ее историю в первый раз, начинает испытывать к ней жалость. Она говорит Шнайдеру, что важно бороться за свои идеалы, потому что есть и другие полуэльфы, которые ищут безопасное место. Она решает использовать против него мощный удар молнии, но Шнайдер ловит ее за руку и напоминает ей о том времени, когда он впервые встретил ее. Он упоминает, что когда он проходил мимо, она протянула руку и схватила его за мантию, и за последние 100 лет он стал ее убежищем. Шнайдер просит ее вспомнить те хорошие времена, когда они были вместе как одна семья. Не вспоминает 15 лет, которые они провели вместе, вспоминая это как рай, хотя Шнайдер думал, что это была просто игра. Они вот-вот разделят особый момент, когда синие ногти не внезапно становятся фиолетовыми, причиняя ей боль, и какой-то барьер отталкивает Шнайдера от нее. Шнайдер встает, чтобы проверить состояние колена, но она неожиданно наносит ему удар, от которого он катится. Она злится, она не может поверить, что чуть не попалась на его уловки. Она обвиняет его в том, что он использовал ту же стратегию, чтобы соблазнить сотню женщин и превратить их в пешек в своих амбициозных планах. Не вызывает духов грома и посылает их на Шнайдера, который в ответ призывает духов огня. Духи яростно сражаются, но Гай замечает, что духи огня Шнайдера становятся неустойчивыми, а это признак того, что он теряет концентрацию и достигает своего предела. Любое дальнейшее повреждение может быть опасным. Я вижу возможности и иду на завершающий удар, отправляя Шнайдера в полет и ударяясь о камни по пути. Йока, наблюдая за происходящим, выкрикивает его имя. Не вспоминает, как Шнайдер говорил, что она не его дочь, о чем он всегда упоминает в спорах,
и иногда говорит «я люблю тебя», когда она извиняется. Разозлившись, она понимает, что он использовал эти фразы, чтобы манипулировать ею, прекращая каждый спор. Стоя перед слабым и истекающим кровью Шнайдером, она приходит к выводу, что была не более чем редким полуэльфом, которого он вырастил по своей прихоти. И он никогда не знал, как много он для нее значил. Она молниеносно сжимает кулаки и бьет Шнайдера коленом, снова отправляя его в полет. Она заявляет, что в драке с ней сдаваться нельзя, а потом смеется. Однако в глубине души ей больно, потому что Шнайдер, похоже, не понимает, что он значил для нее больше, чем просто отец или любовник. Он был тем, на кого она могла положиться и кого любила. Несмотря на это, она хотела бы, чтобы он остался внизу. Ее ноготь краснеет, что является признаком надвигающейся беды, но Шнайдер удерживается и благополучно приземляется. Мия испытывает противоречивые чувства, видя, как он снова встает, а из ее пальца начинает сочиться кровь, что указывает на грядущие неприятности. Йока в замешательстве, так как она больше не чувствует от меня никаких злых намерений. Вместо этого она выглядит как плачущий ребенок. Духи грома Мии начинают выходить из-под контроля, врезаясь в стены, а один из них врезается в колонну, где стояли Шелонат и Йока. Шнайдер видит это и зовет Йока, выкрикивая ее имя. Не смущена его реакцией, но когда дым рассеивается, Йока показывает два пальца в знак того, что с ней все в порядке, и Шнайдер чувствует облегчение. Йока утверждает, что ей нелегко сдаться. Ларс зовет Шейлу, которая без сознания. Йока осматривает ее и с облегчением обнаруживает, что она все еще дышит, просто без сознания. Духи грома объединяются и двигаются к Шнайдеру и не намереваясь напасть на них. Ни прикрывается барьером, и когда духи рассеиваются, она решает сдаться, не видя смысла в продолжении борьбы. Когда берег очищается, она объявляет о своем намерении покончить с этим, упоминая, что Шнайдер может справиться максимум с одним заклинанием. Она говорит Шнайдеру, чтобы он старался изо всех сил, иначе Йока действительно умрет, и получает от него ответную реакцию. Гаара в замешательстве, он чувствует, что что-то не так. Духи грома вышли из-под контроля Колены и напали на Йока, но теперь она намекает, что послала их туда специально. Йока также подозревает, что похоже не хочет убивать Шнайдера. План не сработал, заставив Шнайдера разозлиться и закричать, что он уничтожит любого, кто причинит вред Йоко, даже если это будет она. Она улыбается, держась за свои кровоточащие ногти, в то время как Абигейл в своем логове угрожающе смеется. Для нее может быть слишком поздно, если она не поторопится, пока ногти не стали малиновыми. Она может снять проклятие, вынув сердце Шнайдера и используя его кровь, чтобы снять заклятие. Она готовится к этому, предупреждая Шнайдера, что ее следующее заклинание будет разрушительным и оборвет его жизнь. Разозлившись, Шнайдер готов сразиться с ней, заявив, что применит свое собственное окончательное заклинание. Гео и ведьма прибывают на место происшествия, чтобы понаблюдать за боем. Гео говорит, что магическая сила, которую они высвобождают, в конечном итоге убьет друг друга, но ведьма с этим не согласна. В своем видении она видела Шнайдера с разорванной грудью, и она верит, что судьба уже решила исход. Они оба начинают произносить одно и то же заклинание, и Гаара беспокоится, потому что это не просто какое-то заклинание, это незаконченное заклинание Шнайдера. Однако, судя по интенсивности и тому, как они продвигаются, он думает, что Шнайдер, возможно, закончил заклинание «Абсолютное заклинание массового уничтожения». Когда заклинания сталкиваются, Эн говорит свое последнее «прощай» и «я люблю тебя». При столкновении возникает ослепительный свет и сильный ветер. Поначалу кажется, что они равны, но Гаара замечает, что заклинание Шнайдера немного сильнее и отводит колено назад. Скоро наступит конец, так как заклинание действует недолго и огромная сила отталкивания между ними уничтожит не желает, чтобы бой поскорее закончился, предпочитая умереть от рук Шнайдера, чем терпеть проклятие, которое сотрет ее в порошок. Йока видит не в слезах и понимает, что не хочет, чтобы все так закончилось. Ни один родитель и ребенок не должны убивать друг друга. Йока начинает кричать на них, чтобы они остановились, призывая Гаару вмешаться. Гаара объясняет, что уже слишком поздно, так как они находятся в состоянии транса и не могут их слышать. Кроме того, силу магического заклинания невозможно восстановить. Все, что они могут сделать, это стать свидетелями гибели Ни, когда она борется с магической силой. Ни, ожидая своего конца, мечтает, чтобы когда она умрет, Шнайдер в последний раз сжал ее в своих объятиях, проливая слезы. Продолжает Шнайдер, и вдруг он слышит голос, зовущий его по имени. Он хочет знать, кто его зовет, и впадает в состояние транса, где видит, как Люциан зовет его. Люциан сообщает ему, что из-за любви Ни к нему она испытывает боль, которая хуже смерти. Люциан просит Шнайдера открыть глаза и посмотреть на его дочь. Шнайдер видит, как из пальца Ни хлещет кровь, и узнает обвиняемого в проклятии. Люциан объясняет, что, попав в ловушку безжалостных мучений, Мии выбрала смерть не от проклятия, а от рук своего возлюбленного.
Понимая, что за всем этим стоит Эбигейл, Шнайдер видит, как она опускает колени, когда произносит, что любит его, и проливает слезы на последнего. Это злит Шнайдера, вызывая перегрузку энергии, которая удивительным образом отменяет заклинание, которое они произносили. Оказывается, Шнайдер телепортировал заклинание в другое место. Коленька понимает, что она все еще жива. Шнайдер стоит перед ней и спрашивает, больно ли ей от проклятия. Заметив, что у нее сильно кровоточит палец, он говорит ей, что освободит ее. К ее удивлению, он протыкает себе грудь рукой и вытаскивает сердце. Когда его кровь касается ее пальцев, заклинание на ее руке разрушается, и в небо взлетает странное серое существо. Баба-ведьма говорит, что это злой дух из давних времен, и это было сильным проклятием для Не. Гора злится на Шнайдера за то, что он вырвал свое сердце, чтобы спасти Не, называет его идиотом за то, что он пытался стать героем во имя справедливости. Это заставляет Гору плакать. Шнайдер влюбляется в Не. Пока он падает, не вспоминает о хороших временах, которые у них были. Она держит Шнайдера, который весь в крови, потому что ее волшебный ноготь сломан. Она плачет и вопит очень громко. Предсказание бабы сбывается. Йока теряет сознание, увидев смерть Шнайдера. Она задается вопросом, почему все это должно было произойти, и думает о времени, которое она провела со Шнайдером. Они положили Шнайдера в открытой комнате. Джио спрашивает о колене, и главный рыцарь говорит, что она не отходила от Шнайдера. Она оставалась с его телом 3 дня, пока не упала в обморок от переутомления и сейчас спит в своей комнате. Гео беспокоится, что Кол Сью и Эбигейл могут воспользоваться этим временем, чтобы напасть на них. Йока заходит в комнату, где находится тело Шнайдера. Она смотрит на него неподвижно и говорит, что он так и не вернул ей монету, которую одолжил. Она наклоняется к нему, целует его, и слезы наполняют ее глаза. После того, как она уходит, входит Ларс, и внезапно тело Шнайдера начинает очень ярко светиться. Оно превращается в Люциана, а затем возвращается к Шнайдеру. Ларс совершенно потрясен тем, что видит. Пока Эбигейл занята возвращением бога разрушения, Шнайдер тоже воскресает благодаря своей силе. 400 лет назад бог разрушения разрушил землю, чтобы освободить ее от своего темного сердца. Когда все было почти уничтожено, появился яркий свет, приведший дракона. Они упорно сражались, сотрясая земную ось и убивая тонны людей. Дракон победил, но со временем история изменилась, и люди забыли настоящую правду. Йока и еще несколько человек собрались там, где сейчас находится Шнайдер. Они наблюдают, как его сердце возвращается к жизни, но вокруг него возникает какая-то жуткая аура, когда он возвращается к жизни. Джио думает, что эта сила, похоже, связана с воскрешением бога-демона. В середине груди Шнайдера появляется дыра, как только его сердце полностью восстановилось. Струйки крови из его груди втягивают совершенно новое сердце в отверстие, устанавливая его именно там, где ему положено быть. Йока забирается на тело Шнайдера и начинает бить его по лицу, приказывая проснуться. Она говорит, что им нужна его помощь, и угрожает ударить его, если он не проснется. Угроза сработала, и Шнайдер проснулся, взорвав крышу в комнате. Шнайдер проснулся с Йоко на руках. Джио видит это и думает, что теперь Шнайдер намного могущественнее, чем был раньше. Нынешний гимн намного превосходит то, что кто-либо из них мог себе представить. Позже в тот же день Гора врывается в комнату, зовет Шнайдера и просит его проверить, что происходит снаружи. Шнайдер спрашивает, почему Гора так взвинчен, но Гора просто говорит, чтобы он заткнулся и смотрел. Шнайдер и Йока подходят к окну и видят на небе черную тучу. В это же время солдаты сталкиваются с демоном, похожим на скелет, прямо за воротами. Кажется, демон создает черную тучу. Демон-скелет произносит заклинание и использует его, чтобы атаковать солдат. Жуткий скелет пробирается в город, распространяя свою зловещую атмосферу. Он говорит, что люди слабы и должны просто подчиняться ему. Если они подчинятся, то смогут стать частью его души и жить вечно с ликом, вихрем, который представляет собой кольцо с камнем на нем. Гео, Йока и еще несколько человек наблюдают за происходящим с вершины замка. 2 священника, которые были с ними, сходят с ума, говоря, что все кончено. Из-за чудовищной слизи, распространяющей разложение, у них у всех большие неприятности. Они объясняют, что сейчас ситуация похожа на ту, что произошла 50 лет назад в замке де Пурпур. Йока говорит, что слышала об этом замке, но не знает, что там произошло. Ее отец объясняет, что все 4 королевские семьи связаны между собой, и все они восходят к королевской семье де Пурпурных. Королевство де Пурпурных когда-то было богато прекрасной водой, плодородной землей и хорошей погодой. Но однажды ночью оно превратилось в абсолютную пустошь. Однажды в замке де Пурпурных появился лик с темным облаком и напал на королевство де Пурпурных. Гео объясняет, что 4 людей решили стать вихрями, используя заклинание «стать нежитью». Они были могущественными жрецами и магами, у каждого из которых были свои подземелья, которые не нравились людям из-за их негативной магии. Но они не были врагами. Тогда, 50 лет назад, один безрассудный человек настоял на том, чтобы испортить заклинание Мегадес в одном из подземелий. Фека разгадал его секрет, поскольку он единственный, кто использует это заклинание. Горгульи на стенах замка загораются и превращаются в огонь, создавая защитную стену вокруг всего города. Стена пламени не дает темному облаку продвинуться дальше. Шнайдер
Гара и Ни, приготовившись, направляйтесь к Лику. Шнайдер говорит, что Лик — это всего лишь вспомогательный запах, который уничтожит их, но ему не терпится повеселиться. Ни замечает, что со стеной пламени что-то не так, и сообщает об этом Шнайдеру. Она говорит, что Эдди — могущественные немертвые монстры, у которых больше ума, чем у людей, но этот Эдди слушает Эбигейл и выполняет его приказы. Шнайдер говорит, что справиться с этим должно быть просто, потому что он проводил эксперименты с заклинанием Мегадес 50 лет назад в подземелье The Purple Kingdom. Гаро задается вопросом, не пало ли королевство The Purple из-за Шнайдера 50 лет назад. Шнайдер смеется и говорит, что, возможно, это была его вина. В любом случае, кто бы ни был врагом, они легко с ним справятся. Лик проходит сквозь стену пламени, как ни в чем не бывало, удивляя и Гару, и Не. Шнайдер подходит к Лику, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Лик узнает его и говорит, что прошли годы с тех пор, как они виделись в последний раз. Шнайдер согласен с этим. Затем Лик атакует множеством темных духов. Лик удивляется, как такой человек, как Шнайдер, обладает такой огромной темной силой, но ему все равно, он здесь, чтобы получить то, что обещала ему Эбигейл. Шнайдер создает огромное пламя, говоря Лику, что не пропустит его. Это пугает Лика, который хвастается, что он красивый герой, и нападает на Шнайдера. Лик накладывает заклинание барьера, удивляя всех, и говорит, что он сделал все заклинания Шнайдера бесполезными. Шнайдер называет Лика глупцом, указывая на то, что барьер блокирует и заклинания Лика, а без них он просто костлявый скелет. Лик смеется и демонстрирует кольцо сатаны, третье демоническое сокровище. Он хвастается, что это один из самых могущественных магических предметов, и каждый, кто занимается магией, мечтает о нем. Он произносит заклинание, которое создает над его головой черную сферу, похожую на черную дыру, засасывающую все, что находится в пределах его досягаемости. Сфера притягивает все вокруг, даже Шнайдера. Шнайдер изо всех сил пытается удержаться на шесте, так как не может летать без магии. Он говорит нам с Гарой, чтобы мы держались подальше, иначе их тоже засосет. Лик смеется, высмеивая людей и говоря, что Шнайдер ему не равня. Шнайдера тянет к сфере, и та штука, которая ему помогает, ломается. Я прыгаю, чтобы спасти его, хватаю его за руку и вонзаю свой меч в бетон, не давая им втянуться внутрь. Шнайдер ругает меня, говоря, чтобы я отпустил ее, иначе ее тоже затянет в черную дыру. Она плачет и говорит, что это не имеет значения. Даже если она умрет, она не отпустит его. Шнайдер тронут ее слезами и словами. Ее меч начинает трескаться, и расстроенный Гаара пытается что-то придумать. Лик говорит Шнайдеру, что он может спастись, если перелезет через колено, но говорит, что Шнайдер ослабел от эмоций и любви. Лик смеется, называя его безнадежным человеком, погрязшим в чувствах. Шнайдер решает уничтожить его как человека, и его засасывает в черную дыру. Ми окликает его, ее меч щелкает, и ее чуть не засасывает внутрь. Гара хватает свой клинок, чтобы спасти ее, но она уже отпустила его, чтобы последовать за Шнайдером. Черная дыра закрывается, и Шнайдер с коленом оказываются внутри. Лик гордится своей победой. Затем Гара вступает в схватку с Ликом, вытаскивая меч, покрытый молниями, что удивляет его самого. Гара бросается на Лика, атакуя его очень быстро. Лик не может за ним угнаться и летит через весь город. Гара вкладывает всю свою энергию в борьбу, но падает на землю, вспоминая шутку Шнайдера о том, что боги подшутили над ним. Друзья-ниндзя спешат на помощь и отвозят его к врачу. Они говорят о мече Гаары Мирамаса, говорят, что это может лишить его жизненной энергии, но их гордый Гаара был готов пожертвовать собой. Но Лик, почти мертвый, использует кольцо сатаны, чтобы вернуться к жизни. Он угрожает уничтожить ниндзя, называя их слабаками, но они стоят на своем, чтобы защитить Гару. Гара хотел бы сказать им, чтобы они бежали, но он не может. Как раз в тот момент, когда Лик собирается напасть на них, Нью, громовой зверь, кусает его сзади в плечо. Фрид, огненный демон, держит черную дыру открытой, чтобы Шнайдер и Коленька могли выбраться. Лик испугался и спросил Шнайдера, как ему удалось сбежать, когда они были почти мертвы. Шнайдер объяснил, что пока они плавали вокруг, он использовал заклинание, чтобы найти магию и призвать зачарованные мечи. А Фрид создает вокруг них мощный барьер, ожидая, пока Лик вытянет силу из кольца сатаны, что он и делает после того, как его побеждает Гара. Шнайдер и не идут к Гарри и сочувствуют ему. Шнайдер шутит о том, что Гара в плохом состоянии, но благодарит его за помощь. Но нет, Лик прерывает их, говоря, что праздновать еще слишком рано. Он утверждает, что перерождался сотни раз и каждый раз становился сильнее. Он настаивает на том, что их атаки не сработают, и доказывает, что люди бессильны. Шнайдер выходит из себя и говорит Лику, что заплатит за причинение вреда его другу. Эфри превращается для Шнайдера в огненный меч. Лик бросается на него, чтобы уничтожить, но Шнайдер легко разрубает его пополам, поджигая Лика. Лик проклинает Шнайдера, говоря, что он был так близок к тому, чтобы украсть кольцо сатаны у Эбигейл и раскрыть его силу, чтобы иметь магию, более сильную, чем у бога разрушения. Шнайдер, устав от болтовни Лика, режет его в последний раз, чтобы покончить с ним. Когда Лик распадается на части, облака рассеиваются и он превращается в пыль.
не думает о последних словах Лика, особенно о силе, превосходящей силу бога разрушения. Она вспоминает кое-что из событий 15-летней давности и задается вопросом, не это ли он имел в виду. Она замечает, что кольцо сатаны возвращается в замок. Эбигейл потрясена, увидев кольцо на месте, и удивляется, как Лид потерпел поражение. Когда его планы рухнули, а ассасины потерпели поражение, он решает сам проникнуть под замок Металликана. Он охотится за тюленем Шейлы, но колено стоит у него на пути. Она пытается остановить его, но Эбигейл использует кольцо, чтобы превратиться в Омегу Эбигейл. Кольцо сатаны активирует демона-мужчину и демона-булаву, образуя полную броню, которая окутывает Эбигейл, делая их одним могущественным существом. С помощью этой новообретенной силы Омега Эбигейл побеждает колено и уже собирается прикончить ее, когда появляется Шнайдер, произнося заклинание. Эбигейл поворачивается, чтобы посмотреть, откуда последует атака. Заклинание Шнайдера вызывает голема, и Эбигейл осознает опасность. Голем разрушает стену, и Эбигейл и Шнайдер оказываются лицом к лицу. Все на взводе, им интересно, каким будет этот бой. Шнайдер оскорбляет Эбигейл, требуя, чтобы он отпустил не пытается предупредить Шнайдера, что Эбигейл невосприимчива к магическим атакам в своей нынешней форме, но Омега Эбигейл прижимает ее к стене, разбивая всю ее броню. Эбигейл насмехается над Шнайдером, говоря, что некогда правитель подземного мира, император тьмы и принц ада был уничтожен. Пал жертвой обезьяны второго сорта, которая встала на сторону людей и сил добра. Шнайдер безрассудно нападает на Эбигейл с големом. Гора бросается к нему и просит сохранять хладнокровие. Колено повторяет тот же совет, призывая его не атаковать вслепую. Однако Эбигейл провоцирует Шнайдера, говоря, что он наконец-то встретится лицом к лицу со смертью. Шнайдер заставляет его замолчать, ударив кулаком в перевернутое лицо, в результате чего Омега Эбигейл падает. Эбигейл спрашивает, как Шнайдер узнал, что открытое лицо было слабым местом голема. Шнайдер хвастается, говоря, что он прирожденный гений. Шнайдер снова нападает на Омегу Эбигейл. Он полон решимости. Эбигейл сохраняет спокойствие и готовится к атаке. Нагрудная пластина и наплечники Омеги Эбигейл открываются, показывая хрустальные шары. Эбигейл утверждает, что он сильнее Шнайдера и его невозможно победить. Он стреляет из сфер, полностью уничтожая голема Шнайдера и все вокруг него. Шнайдеру удается отскочить в сторону во время атаки. Разрушительная сила Эбигейл лишает всех дара речи. «Я беспокоюсь, потому что эта сила не волшебная, и она чувствовала это раньше». Шнайдер понимает, что это магия древнего мира, и это вызывает у него любопытство. Гора предупреждает его о том, что за его спиной стоит Омега Эбигейл, готовая напасть. Эбигейл говорит Шнайдеру, что то, что он только что увидел, было лишь крошечной частичкой великой силы зла, которая когда-то уничтожила все человечество. Шнайдер решает, что если демонические сокровища обладают такой разрушительной силой, то он хотел бы заполучить одно из них в свои руки. Все потрясены, услышав, что демонические сокровища на самом деле были созданы алхимиками и магами древнего мира, с использованием того же процесса, который использовался для создания бога разрушения. Эбигейл говорит Шнайдеру, что он гордится тем, что разобрался во всем, и что среди 4 божественных королей Шнайдер является для него загадкой, потому что он совсем его не понимает. Эбигейл считает Шнайдера слишком умным и могущественным. Затем он спрашивает Шнайдера, готов ли он склониться и повиноваться в обмен на власть, но Шнайдер говорит нет. Эбигейл решает раздавить Шнайдера под ногами Омеги Эбигейл. Он радуется, думая, что победил Шнайдера, и теперь может завладеть последней печатью, чтобы уничтожить мир. Люди вокруг впадают в панику, чувствуя, что потеряли своего героя. Удивительно, но Шнайдер все еще жив и отталкивает Омегу Эбигейл, используя только свою силу. Все в шоке. Шнайдер называет Эбигейл обманутой и говорит, что покажет ему, как выглядит истинное зло. Он швыряет Омегу Эбигейл о стены замка, заявляя, что покажет часть силы, которую он накопил. Взлетев в небо, Гаара бросается спасать Йоко от падающих камней, вызванных действиями Шнайдера. Он говорит ей, что это нехорошо, потому что, когда Шнайдер становится серьезным, он никогда не сдается, и Йоко верит, что это правда. Ната предлагает эвакуировать замок. Эбигейл смеется над Шнайдером, высмеивая его за то, что он думает, что может использовать магию против него. Он издевается над Шнайдером, говоря, что он всего лишь маг, и магия — это все, с чем ему приходится бороться. Шнайдер не согласен, говоря, что его магия отличается от других, и он не проиграл ни одной битвы или дуэли за последние 400 лет. Он не планирует проигрывать и в ближайшие 400 лет. Эбигейл говорит Шнайдеру, что он выбьет из него его самоуверенный боевой дух, и в тот момент, когда он закончит свое заклинание, он умрет. Не начинает волноваться, потому что она знает, что магия не подействует на Омегу Эбигейл. Она кричит на Шнайдера, чтобы он не использовал магию против Эбигейл, но он не слушает. Шнайдер заканчивает произносить свое заклинание, создавая темную оболочку вокруг Омеги Эбигейл. Гарнет, Ни и даже Эбигейл начинают бояться,
потому что магия, которую использовал Шнайдер, является запрещенным древним заклинанием. Гио замечает это и велит всем пригнуться. Затем Шнайдер накладывает еще одно заклинание поверх барьера и даже смеется при этом. Заклинание создает слизистые организмы, которые связывают Омегу и Эбигейл, и змееподобные существа начинают нападать на него. Шнайдер объясняет, что это изголодавшиеся демонические духи, которых он вызвал из ада, всегда голодные, пожирающие все и вся вокруг себя. Гио, наблюдая за происходящим, говорит, что это лучший способ уничтожить демоническое сокровище с помощью демонов. Шнайдер уверенно заявляет, что Эбигейл не выйдет живой из сферы, и долго истерически смеется. Шнайдер считает, что все закончится, когда организмы затвердеют. Однако Омега Эбигейл преодолеет барьер невредимый. Он уничтожает сферу и посылает мощные ветряные лезвия, которые отрезают ногу Шнайдеру и проходят в нескольких дюймах от его сердца. Все в шоке, когда Шнайдер получает жестокую травму и падает на землю. Омега Эбигейл издает рев, а обычная Эбигейл проливает слезы, потому что Шнайдер всегда недооценивает его. Внезапно появляются грозовые тучи, и Гио и священники начинают бояться силы Эбигейл, увидев, как она побеждает духов демона. Гио приходит к выводу, что теперь, когда они объединились, уничтожить золотое сокровище невозможно. Шейла внезапно падает на землю, корчась от боли. С неба на замок обрушивается дождь молний. Антракс, бог разрушения, открывает глаза и пронзительно кричит. Он освободился от своей третьей печати и теперь движется. Гио понимает, что четвертая печать начинает разрушаться, но недоумевает почему. Шнайдер пытается удержать свою руку от падения, в то время как Эбигейл задает ему вопросы, спрашивая, как он создал связь с миром демонов и получил столько магической силы. Шнайдер отшучивается и говорит ему, что это секрет. Затем он издевается над Эбигейл, прося его признаться, что демонические духи напугали его настолько, что он описался. Это злит Эбигейл, и она пинает Шнайдера о стены замка, говоря ему, чтобы он никогда не недооценивал его. Не кричит от страха и просит Шнайдера убираться оттуда. Эбигейл смеется, прижимая Шнайдера к стене и задаваясь вопросом, как долго он сможет оставаться самоуверенным. Он останавливается, и Шнайдер падает в лужу крови. Лар, наблюдая за происходящим, чувствует, как сила бога разрушения вливается в Эбигейл и Шнайдера, заставляя его усомниться в их существовании. Шейла, который больно, пытается позвать Шнайдера. Эбигейл, уверенная, что он прикончил Шнайдера, смеется, когда все в страхе смотрят на Шнайдера, безжизненно лежащего на полу. Эбигейл снова смеется, говоря, что в конце концов он устроит ад в этом мире. Он начинает взбираться на башню, где находится принцесса Шейла, чтобы сорвать последнюю печать с ее тела. Все были потрясены, узнав, что последняя печать находится внутри принцессы Шейлы. Гио удивленно спрашивает Эбигейл, как он узнал, что последняя печать была внутри принцессы. Эбигейл говорит, что он знал об этом, потому что боялся их силы. Гио спрятал печать в таком месте королевства, где ее было бы труднее всего найти и легче всего защитить. Таким образом, Гио использовал магию, чтобы пересадить печать в брюшную полость принцессы. Мужчины боятся, когда Эбигейл приближается к вершине башни. Шейле, все еще страдающей от боли, удается произнести имя Шнайдера, умоляя его проснуться и защитить мир. Чудесным образом это срабатывает, и в Шнайдера ударяет молния, пробуждая его. Сила тьмы начинает сгущаться вокруг Шнайдера. Он начинает читать нотации Эбигейл, говоря, что не имеет права называть мир своей игрушкой. Он был создан не для одного человека, а для того, чтобы каждый мог использовать его по своему усмотрению. Несмотря на то, что его рука наполовину оторвана, Шнайдер поднимает ее и начинает произносить заклинание. Гио и священники боятся этого заклинания, зная, что оно самое мощное за все время. Эбигейл спрашивает, не сошел ли Шнайдер с ума, и Шнайдер говорит ему заткнуться, называя его человеком с перевернутым лицом. Он заявляет, что собирается взорвать замок до небес. Однако есть проблема, так как даже это мощное заклинание не оказывает никакого эффекта на Омегу Эбигейл, точно так же, как колено Арча и силы Гары не повлияли на доспехи демона. Гео пришел к выводу, что они обречены. Могущественное заклинание Хэллоуина становится все более могущественным и разрушает часть замка, заставляя всех убегать, чтобы оставаться в безопасности. Шнайдер все еще произносит заклинание, но теперь его рука сильно кровоточит. Эбигейл только смеется, говоря, что его магия даже не поцарапает внешнюю сторону Омеги Эбигейл. Он хвастается, что у него есть непреодолимый защитный щит, даже более мощный, чем абсолютная магия, и он может защитить от силы бога разрушения. Но затем, откуда ни возьмись, в небе появляется Ми и задает вопросы Эбигейл. Она говорит, что какой бы прочной ни была броня, ее может пробить действительно мощная сила, которая сильнее, чем защита брони. Колено начинает произносить волшебные слова на Хэллоуин, то же самое заклинание, которое использует Шнайдер. Все начинают болеть за нее, надеясь, что это поможет ей победить Эбигейл. Теперь Эбигейл начинает бояться, думая, что это действительно может сработать. Когда не бросает заклинание в Эбигейл, она уверена, что энергия достаточно сильна, чтобы разрушить его барьер. Если это не сработает, она знает, что они не смогут уничтожить 3 демонических сокровища слияния. Но она не сдается. И она, и Шнайдер продолжают атаковать, и наконец они прорываются через защитный барьер. Их силы объединяются и взмывают в небо, прежде чем исчезнуть. На Эбигейл падает
падают каменные глыбы, сокрушая ее. Все радуются, думая, что спасли замок. Но счастье недолговечно. Эбигейл смеется и поднимается из-под обломков, преследуя их. Он говорит, что если это все, что есть у добра против зла, то они проиграли. Теперь на доспехах появились странные знаки, и гора не может поверить, что такая мощная атака не сработала. Не понимает, что на доспехи было наложено антимагическое заклинание, объясняющее, почему мечи и магия не могли на них повлиять. Эбигейл продолжает насмехаться над Шнайдером, говоря, что он положит конец своему наследию легендарного волшебника. Шнайдер не может стоять на ногах из-за травм и истощения. Эбигейл снова смеется, утверждая, что этот день знаменует начало пустоты и разрушения на земле. Все теряют надежду, понимая, что они ничего не могут сделать, чтобы остановить это зло. Эбигейл подходит к Шнайдеру и говорит, что он пожертвует собой ради создания страны здоровья. Но Шнайдер, не сдаваясь, встает во весь рост и говорит Эбигейл, что именно он в конечном итоге потерпит поражение. Эбигейл просто смеется над жесткими речами Шнайдера. Не беспокоясь за Шнайдера, бежит ему навстречу, полагая, что не может жить без него. Гаара хватает свой меч и бросается к Шнайдеру, но Йока быстро преграждает им путь. Она говорит им, что Шнайдер не умрет, и говорит это с большой убежденностью. Эбигейл продолжает говорить о том, что собирается покончить со Шнайдером, планируя использовать королевский камень брони, чтобы превратить его в пепел, точно так же, как голема. Он угрожает уничтожить друзей и возлюбленную Шнайдера. Не пытается подбежать к Шнайдеру, но Гора тянет ее назад, удерживая. Гора тоже беспокоится, так как ничто из того, что они пробовали, не помогло Эбигейл, но он доверяет Йоко, которая советует им верить. Джио понимает, что сила тьмы в Эбигейл и Шнайдере влияет на печать принцессы Шейлы. Если сила будет продолжать расти, она сломается. Шейла плачет и отчаянно надеется, что Шнайдер выживет, потому что он единственный, кто может спасти их. Шнайдеру удается встать, но у него остались только одна нога и одна рука. Он все равно не сдается. Набравшись сил, он заявляет, что не сдастся, и на этот раз он будет победителем. Эбигейл и Шнайдер готовятся к своей последней атаке. Они оба бросаются друг на друга. Эбигейл хвастается, что Шнайдер не может пробить его защиту, но Шнайдер показывает, что в броне есть одно слабое место. Он пробивается сквозь удар Эбигейл и попадает прямо в это уязвимое место. Броня получает удар и рассыпается на куски. Это победа, но не полная. Шнайдер пожертвовал своим телом и в результате был разрезан пополам. Я обнимаю верхнюю часть тела Шнайдер, по ее лицу текут слезы. Все переживали за него, но на лицах Гары и Йоко появляется улыбка, когда Шнайдер отвечает, нежно поглаживая волосы колена. Шнайдер начинает плакать, когда Гара спрашивает почему, и говорит, что он не сможет быть с Йоко, потому что пропала важная часть его жизни. Йоко бросает в него камень, говоря, что это хорошо, что все закончилось. Однако шок еще не прошел. Эбигейл снова поднимается и с помощью каких-то щупалец, прикрепленных к его телу, хватает Йоко. Все шокированы и рассержены тем, что Эбигейл жива. Йоко изо всех сил пытается освободиться, не желая, чтобы Шнайдер в конечном итоге погиб из-за нее. Шнайдер пытается встать на ноги, но Эбигейл стреляет в него, предупреждая, чтобы он не двигался, если ему дорога жизнь Йоко. Щупальца появляются из земли и удерживают колено и Гару. Эбигейл нацеливается на Шнайдера, чтобы сделать еще один выстрел, и, похоже, это может стать для него концом. В сказочном месте Шнайдер оказывается на пересадочном самолете. Люси окликает его, приказывая встать. Шнайдер медленно открывает глаза и садится. Люциан, появляясь перед ним, настаивает на том, что ему еще не пришло время умирать. У него есть миссия – защитить Металликану, не допустить разрушения печати, принцессы и бога разрушения, а также защитить своих раненых друзей от неудачной битвы. Люциан подчеркивает, что они сделают это вместе ради людей, которых они любят, и всего мира. Но Шнайдер отталкивает руку Люциана, удивляя его. Он говорит Люциану, что ему плевать на мир и на любовь. Шнайдер утверждает, что он владеет миром, и все красивые женщины принадлежат ему. Разозленный тем, что Эбигейл выставила его дураком, Шнайдер заявляет о своем намерении убить Эбигейл. Закрыв глаза, он возвращается, призывая Эбигейл продолжить бой, подчеркивая, что наличие только половины его тела его не остановит. Эбигейл шокирована тем, что Шнайдер все еще жив, в то время как его друзья вне себя от радости, что он вернулся. Шнайдер говорит Эбигейл, что это в последний раз. Он полон решимости убить Эбигейл раз и навсегда. Если Эбигейл когда-нибудь вернется к жизни, Шнайдер просто убьет его снова. Шнайдер делает что-то такое, что заставляет Эбигейл выкрикивать имя Иисуса. Шнайдер полностью окружает свое тело пламенем. Это позволяет ему встать на ноги. Затем он начинает огненную атаку на Эбигейл, которая уклоняется от нее. Эбигейл удивляется, откуда у Шнайдера до сих пор столько силы и энергии. Он предполагает, что это может быть из-за злой магии бога разрушения. Бог разрушения каким-то образом каждый раз возвращает Шнайдера к жизни, а также усиливает его способности. Это происходит потому, что бог разрушения имеет сильную связь с тьмой.
Шнайдер когда-то правил тьмой, и люди знали его как демона. Так что связь бога разрушения со Шнайдером очень глубока. По мере того, как высвобождается все больше запечатанных сил бога разрушения, Шнайдер становится все более могущественным. Когда последняя печать, сдерживающая силы Шейлы, будет снята, Шнайдер получит огромное количество энергии. 15 лет назад Эбигейл была бы впечатлена тем, что Шнайдер обрел еще большую силу. Но сейчас Шнайдер – враг темных повстанцев. Но его изменение произошло из-за битвы, которая на самом деле произошла 15 лет назад. Когда Шнайдер сразился с одним из принцев 5 рыцарей по имени Джанота. Когда Шнайдер попытался применить свое секретное заклинание реинкарнации, Гео вместо этого запечатал душу Шнайдера в Люциане. Несмотря на то, что печать сломалась и Шнайдер вернулся к жизни, Шнайдер изменился за те 15 лет, что был запечатан. Эбигейл говорит, что Шнайдер больше не заслуживает звания воплощенного зла, потому что Люциан вложил в него человеческое сердце. Эбигейл пытается рассказать о том, что любовь сделала со Шнайдером, но Шнайдер услышал достаточно. Он набрасывается на Эбигейл и бьет его, говоря Эбигейл, что тот слишком много болтает для кого-то злого. Шнайдер говорит, что Эбигейл должна заткнуться, пока красивый герой Шнайдер не избавится от него. Шнайдер говорит Эбигейл приготовиться увидеть что-то действительно страшное. Когда Эбигейл пытается ответить, Шнайдер кричит на него, чтобы он заткнулся, не давая Эбигейл говорить. Эбигейл посылает каменного голема атаковать Шнайдера, но его меч отскакивает от магического барьера, окружающего Шнайдера, удивляя Эбигейл. Шнайдер заявляет, что прикончит Эбигейл прямо сейчас. Он начинает произносить мощное заклинание. Когда Эбигейл посылает голема вмешаться, Шнайдер вызывает Ифрита, огненного духа, который начинает сжигать голема. Шнайдер произносит заклинание Хэллоуина, уничтожающее голема. Гаара комментирует, что это заклинание Хэллоуина еще более мощное, чем предыдущие заклинания Шнайдера. Эбигейл говорит, что его призрачные рыцари, объединившись с каменным големом, сделают его невосприимчивым к его силе и создадут противоположную силу, способную противостоять его атаке. Рыцари оживляют голема, делая его даже сильнее, чем заклинание Шнайдера на Хэллоуин. Шнайдер тоже стал сильнее. Он использует свое самое сильное огненное заклинание вместе с другим заклинанием на Хэллоуин. Это, наконец, уничтожает каменного голема. Йока подбадривает Шнайдера, и все счастливы, что он победил. Затем Шнайдер встречается лицом к лицу с Эбигейл. Он призывает духов огня, чтобы справиться с призрачными рыцарями. Эбигейл в шоке наблюдает, как его армия уничтожается. Он кричит Шнайдеру, чтобы тот не приближался, и атакует своими щупальцами, но Шнайдер сжигает их. Эбигейл пытается снова, но Шнайдер сжигает и эти щупальца тоже. Шнайдер приказывает Эбигейл заткнуться и начинает бить его по лицу снова и снова. Даже несмотря на удары, Эбигейл заряжает свое кольцо сатаны. Он думает, что Шнайдер допустил ошибку, не добив его магией. Как только кольцо будет полностью заряжено, Эбигейл планирует отомстить и открыть черную дыру, чтобы засосать Шнайдера. Но прежде чем кольцо закончит заряжаться, Шнайдер бросает свой пылающий меч, пронзая Эбигейл о камень и убивая его. Гео и священники счастливы, что Шнайдер убил Эбигейл. Печать бога разрушения все еще цела, так что она не может подняться и вызвать разрушение. После победы над Эбигейл Шнайдер серьезно ранен. Его огненное тело исчезает, и он падает на землю, от него остается только половина тела. Йока подбегает к нему, волнуясь за него. Шнайдер говорит ей, что ему нужно сказать еще кое-что напоследок. Он говорит Йока: «Я люблю тебя», и говорит, что и он, и Люциан будут любить ее вечно. Затем он закрывает глаза и откидывает голову. Йока удивлена. Она пытается разбудить его, плачет и умоляет вернуться. Все грустят, думая, что Шнайдер умер. Но Шнайдер просто пошутил. Он с улыбкой прижимается к Йоко. Поняв его шутку, Йока бьет его по голове. Они начинают спорить, но потом она улыбается и говорит, что любит его. Когда Йока делает комплимент Шнайдеру, Эбигейл перебивает ее. Он говорит, что у Шнайдера не осталось достаточно сил, чтобы прикончить его. Когда у Шнайдера заканчивается энергия, Эбигейл думает, что он победил. Эбигейл готовится взорвать Шнайдера, но Йока встает перед ним, защищая его. Йока замечает, что платформа, на которой стоит Эбигейл, неустойчива. Шнайдер пытается убедить Йока переместиться в безопасное место, но вместо этого она бросается на Эбигейл, уворачиваясь от его щупалец. Шнайдер продолжает кричать, чтобы Йока остановилась, но уже слишком поздно. Она толкает камень, в результате чего платформа Эбигейл рушится. И Йока и Эбигейл падают с края высокой скалы. Это способ Йока защитить всех и показать свою любовь ко всем. Йока падает в море. Эбигейл падает на вершину башни, которая пронзает ее насквозь. Из тела Эбигейл выходит множество серых энергетических сущностей. Эти сущности называются тьмой. Они внезапно начинают распространяться, отчего дневное небо становится темным, как ночью. Из-за темных туч появляется молния, которая начинает разрушать замок. Жители деревни, наблюдающие за происходящим издалека, думают, что это конец света. Когда замок разрушается и повсюду падают обломки, Арчи отправляется к Шнайдеру. На них чуть не падает валун, но Гар бросается вперед, чтобы преградить им путь. Поскольку молния продолжает сверкать, все, к чему она прикасается, начинает исчезать. Дух Шнайдера покидает его тело, и он встречается с духом Йока. Их души становятся единым целым навсегда. Печать Люциана тоже сломана. Жители деревни наблюдают, как весь замок разрушается в результате сильного взрыва.